Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам, как делать наращивание верхними формами при помощи геля. Не акригеля, а геля. Вот у меня уже готовые ногти. Здесь я сделала маникюр, опилила форму, и я оставляю немножко ногтевой пластины, то есть свободного края, чтобы видеть, чтобы гель не попадал на кожу под ногтем. И вот бафиком я забафила поверхность, чтобы было хорошее сцепление с ногтевой пластиной. И подготовила формы верхние. То есть я сравнила с своей ногтевой пластиной и заранее подготовила верхние формы, чтобы уже все было готово. Фирма верхних форм у меня Наяда, это средний изгиб. В каждой вот этой ячейке все разные размеры, так что я думаю, вы найдете свой размер ногтевой пластины. Это средний изгиб, и это такие формы, которые подойдут для наращивания не сильно длинных ногтей. Итак, вот так подставляем форму и смотрим, чтобы было расстояние между ногтем и формой, для того, чтобы было где быть гелю, чтобы был какой-то объем небольшой. Если этого не будет, то ногти будут слишком тонкие и долго держаться у вас не будут. Сильно большими формами тоже не очень хорошо, чтобы они были большими, потому что так у вас будет слишком много геля, и вы будете долго-долго все пилить. Итак, сейчас я прохожусь клинсером, убираю лишнюю жирность ногтей, всякую пыль, тщательно притираю, даже захожу под кутикулу. Также я подготовила зажимы и кисточки, плоскую кисть для геля и тоненькую кисть от Эми, чтобы подводить близко к кутикуле любой материал. Также апельсиновую палочку. Также я взяла праймер и дегидратор фирмы Наяда, который мне очень нравится. Дегидрируем ногти еще разочек и далее наносим праймер. Наношу на всю ногтевую пластину тонким втирающим слоем. Жду, пока высохнет, и далее нам нужно будет нанести базу тонким втирающим слоем. База у меня будет от Уна. И сушу это все 30 секунд. Ну так вот, я хочу вам сказать, что этот способ наращивания верхними формами мне нравится больше всего. То есть не акригелем, а гелем. Потому что акригелем мне не нравится ощущение после него, какие ногти после него мягкие, если размочить. Гель более твердый, и мне нравится намного лучше. Также с ним работать намного проще. Не нужно слишком много выпиливать, все уже чистое и ровное, то есть он сам выравнивается, и происходит это очень классно, удобно и быстро по сравнению с акригелем. Ну, у кого как, кто как приноровился, кому как нравится, я выбрала для себя способ, что если я буду себе наращивать верхними формами, то это гель. Итак, я сейчас покажу, как я делаю это, как я наращиваю верхними формами. Я подставляю форму без геля и отмечаю фломастером, до куда я буду этот гель доводить, чтобы примерно знать длину и не перебарщивать, сразу же сделать ровное покрытие с уже почти готовой формой. Эту форму сейчас я выбрала такую балерину, но буду наносить на форму квадрат, чтобы, если что, на боковых сторонах мне хватило геля. Я лучше выпилю, чем мне не хватит геля в боковинках, и естественно наш ноготь держаться не будет. Я наношу равномерным слоем, но стараюсь, чтобы все-таки у кутикулы геля было меньше. Если честно, я вам скажу, что этот гель сам выравнивается по форме, то есть с краев стекает как раз в серединку, пока вы накладываете, и получается, что как раз таки все равномерно. Единственное, все-таки надо промазать стенки, боковые стороны нужно пройтись, хорошенько намазать там все, чтобы был гель в наличии в этих местах. Вот, и доводим до края. Краешек можно даже добавить побольше геля. Если что, это легко выпилить можно фрезой. Вот так я накладываю этот гель. Равномерно все распределяю.
Добавляю немножко объема. Таким вот образом. И далее уже можно прикладывать к ноготочку. Здесь все очень легко. Примерно намечаем, как будем ложить. И прижимаем сразу пальчиком около кутикулы плотно. И равномерно распределяем. Чуть-чуть нажимаем на форму, чтобы она не поднималась наверх. Смотрим, как там внизу. Нажимаем так, чтобы наш ноготок я как раз и оставляю свободный край, для того, чтобы видеть, что форма не слишком высоко сидит, чтобы поднажать хорошенько и лишний гель вытек. И я его распределяю кисточкой, чтобы было все ровненько и меньше выпиливать потом. Вот этот зажимчик, который я сверху одеваю, он фиксирует около кутикулы форму, и там не появляется воздуха. Также апельсиновой сухой палочкой я убираю лишний гель, если он вытек. Все, далее я помещаю в лампу и сушу полное время. Подготавливаю зажим и после где-то 10 секунд достаю ноготочек и поджимаю форму. Если форма отскакивает во время того, как вы поджимаете, ничего страшного, можно ее снять. Далее я просушиваю все остальное время, достаю ноготочек и протираю его жидкостью, чтобы наша пилочка и фреза не забивались гель-лаком, то есть гелем. Далее я поправляю форму сначала, прохожусь по свободному краю. Сверху нам почти ничего не нужно проходиться, только по свободному краю создаем форму. Но сверху можно, смотрите, пройтись либо фрезой тонкой, либо я вот сейчас взяла просто пилочку и прохожусь пилочкой. Там есть небольшой наплыв, я его убираю пилочкой, и он убирается очень легко по сравнению с акригелем. Акригель как убирается, мне не нравится, а вот гель убирается идеально. Далее нам осталось выпилить под ноготком. Я протираю там еще раз клинсером, чтобы убрать всю липкость. Далее беру фрезу вот с таким узеньким тоненьким кончиком и прохожусь, убираю все ступеньки, все лишнее, чтобы ноготочек был там ровный. Поэтому я и оставляю свободный край, чтобы фрезой мне кожу нужно было меньше задевать. И так получается идеально. Вот такой ноготок получился. Все, он полностью готов. Теперь можно покрывать его сверху либо базой, либо еще гелем каким-нибудь, либо тем же прозрачным, либо можно вообще покрыть топом и ходить так. Далее приступаем к следующим ноготкам и делаем все то же самое. Таким же методом я делаю не только наращивание, но и укрепление ногтей. Сейчас идет тенденция на какие-то красивые квадраты с тоненькими кончиками, чтобы они не были как плюшки. Вот как раз таки наращиванием верхними формами я могу создать идеальную форму квадрата. На соседней руке как раз таки я показывала, как я делаю укрепление ногтей верхними формами акригелем. Но на большом пальчике соседней руки у меня сделано гелем, и мне понравилось больше всего, чем акригелем. Так что укрепление гелевым методом при помощи верхних форм мне нравится тоже больше, чем с акригелем. Я даже жалею, что я тут набрала много акригеля. Лучше бы я взяла побольше геля, потому что что-то мне акригель вообще не нравится. Напишите, как вам в комментариях, мне будет очень интересно, нравится ли вам гелевое укрепление и наращивание или акригелевое, потому что я понимаю, что есть любители акригеля, так как он не успевает никуда затекать, и он
с ним можно работать бесконечно. Но мне не нравится его зернистость, мне не нравится ощущение после него. Кстати, вот смотрите, этот ноготь и следующий у меня будет такой, что даже выпиливать мне ничего не придется снизу. Там все так прекрасно расположилось. То есть гель так хорошо там распределился, что выпиливать мне ничего оттуда не нужно. И я уже приступаю к следующему ноготочку. Ну так вот, напишите в комментариях, какой способ вам нравится больше всего. Гелевый или акригелевый. И чем вы укрепляете чаще всего. Мне тоже это очень интересно. Просто прикладываем форму. Смотрим, чтобы не было пузырей. По крайней мере, очень больших. Я сразу около кутикулы прижимаю. Далее сразу ставлю зажим, чтобы не появились пузыри. Распределяю под ноготочком гель. Зажимаю на 10 секунд в лампе. И далее сушится ноготочек дальше. Потом я снимаю липкость. Опиливаю свободный край. Создаю форму, которая мне нравится. И если есть сверху какие-то, опять же, наплывы, я их убираю пилочкой. Либо тонкой какой-то фрезой. Тоже тут снизу мне не пришлось ничего выпиливать. Все распределилось ровно и красиво. И уже могу приступить к следующему пальчику. За сколько я сделала по времени эту руку? Со съемкой видео я сделала одну руку меньше, чем за час. И я считаю это успех, потому что я очень долго снимаю видео, чтобы попасть в кадр и все такое. Так что я считаю это успех. Это быстрое наращивание. Единственное, это наращивание достаточно тонкое. Но при этом я проносила эти ногти, мне кажется, месяц. Я просто не определяла точно. И тут совсем недавно я их уже переделывала с другой дизайн. То есть делала коррекцию этого наращивания, и нету ни одной отслойки. Коррекцию этого наращивания и красивый объемный дизайн в стиле таком корейском, как в Корее любят такие объемные дизайны на ногтях. Я делала это видео совершенно недавно, выкладывала. Я оставлю ссылочку вам под видео и в подсказках можете посмотреть. Ну так вот, эти ногти относились у меня идеально, хотя я думала, что из-за тонкости покрытия может носиться не так долго. Но все прошло хорошо. Главное выбрать идеальную форму и длину. Остался у нас только мизинчик. В мизинчике тут всегда у меня с ним проблема. Появляются пузырики около кутикулы. Все из-за того, что зажим вот этот вот, он не подходит для моего мизинчика. Слишком уж он большой и почти ничего не прижимает. Эту проблему я пока не могу решить. Также у меня происходит и с акригелем. Но единственное здесь решение — это просто выпилить этот пузырик и наложить гель сверху, что я и сделала. Все, далее, после того, как все ноготочки готовы, я нанесу базу цветную. Она не сильно прозрачная, такого интересного оттенка бежевого. Мне нравится то, что в один тонкий слой она перекрывает полностью ногтевую пластину. Тем самым не будет видно, что это нарощенные ногти. И потом я после этого буду уже делать дизайн аэрографом. Но это я не засняла и не показала вам видео. Если вам интересно, как я выполняю интересный френч градиентом при помощи аэрографа, то я могу вам отдельно заснять это видео, подробно рассказать, как я это делаю, уже на типсах. Так что если вам хочется видеть это, то обязательно напишите в комментариях, чтобы я знала, что это людям интересно, потому что я не знаю,
тема аэрографа вообще кому-то интересна или нет, кто-то им пользуется, кому-то это интересно или нет. И если вам интересно, то обязательно я сниму это видео и покажу вам, как я это выполняю. Вот такие ноготочки у меня получились. Если вам понравилось, обязательно поставьте пальчики вверх. Также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на этом все. Всем пока-пока.